Всем привет, и кто меня не знает, я Исулу, и это канал Fancy Something. И совсем недавно мы изучали технику Raising Art. Это, кстати, наше первое творение, первое дитя. И это видео ты сможешь посмотреть, кликнув на эту подсказку сверху. Обязательно посмотрите это видео, потому что там все подробно описано, чтобы понимать, что здесь происходит. И вообще ознакомиться с техникой, со всеми необходимыми материалами, там все более подробно будет описано. И после этого видео поступила куча запросов сделать имитацию моря, потому что именно в этой технике это получается просто неповторимо. Я это делаю впервые, буду учиться вместе с вами. И, кстати, я это хотела приурочить к тематике подарков, и это будет самый красивый подарок. Плюс вы это сделаете своими руками, все точно офигеют. Ну что ж, не будем томить, поехали! И первая идея и поверхность, на которой мы будем делать море, это поднос. Вы можете взять абсолютно любой, но мне повезло, и я нашла поднос на ножках для завтрака в постель. Первый шаг — это нам нужно сделать фон. И для этого нам понадобятся акриловые краски. Кисточка. Я не взяла кисточку. Я пришла с кисточкой. Вот она. Давайте сразу определимся, как у нас будет располагаться море. По горизонтали или по вертикали. Я хочу, чтобы было больше волн, поэтому я сделаю море по вертикали. Поэтому пляж у меня будет располагаться вот здесь. Я делаю берег пошире, чтобы в дальнейшем волны были вот здесь, вот, будто бы они затекают на берег. Итак, с песочком мы закончили. Теперь приступаем к водичке. И у нас тут вот всякие оттенки голубого. Я начну с этого. И нам нужно сделать градиент от светло-голубого к темно-синему. Будьте аккуратны к бортикам, потому что мне нравится эта текстура дерева. Сверху мы делаем воду уже темнее. Я решила сделать ее более фиолетовой. Я сейчас смешаю с голубым. Первый слой готов, давайте краска немножечко подсохнет, мы положим второй слой и уже приступим к эпоксидной смоле. Кстати, ребятушки, я сейчас в Нью-Йорке, и у меня в сторис просто нереальнейший контент, поэтому заходите на мой инстаграм Fancy Something, смотрите фотографии, сторис. Не пропускайте, потому что действие сторис 24 часа. А на днях мы собираемся в Орландо и потом в Майами. Ничего не пропустите. Ну все, мы сделали второй слой, краска полностью высохла, это очень важно. И мы можем начинать приступать к эпоксидной смоле. И уже как по традиции нам нужно застелить стол, чтобы не насвинячить. Так, и нужно не забыть про экипировку. Красиво. Готово. Эпоксидная смола совершенно не пахнет, вообще никак. Но, видимо, все-таки есть какие-то пары, которые могут быть вредными. Поэтому мы сейчас наденем масочку. Ладно, я же видео снимаю. Не знаю. Давай я одену маску. Давай попробуем один. Я просто сейчас закосячу. Макияж! Да видишь, как профи. Ладно, она мне щеки сдавила. Ничего не завидела. Сдавила. Можно я другую маску? Я впервые вижу вот на марлевую повязку в черном цвете. Ох, что-то корейская мода. Просто полнейшая экипировка. Because safety is the number one priority. Вливаем эпоксидную смолу. Мне кажется, на такой поднос будет достаточно и одной банки, но у нас будут еще DIY-ки, поэтому я взяла еще одну банку. Здесь в каждой банке по 500 мл. У нас в городе, в Казахстане, в Астане, такая баночка 500 мл стоит 2800 тенге. Она идет вместе с затвердителем. В рублях это примерно 500 рублей. Теперь вливаем сам затвердитель. Вот с этого момента смола начнет действовать. Теперь все это дело нужно тщательно перемешать. Конечно, у меня тара маловато оказалось, хотя мне казалось, что все поместится нормально. Ну да ладно. У меня вот эта моя импровизированная мешалка. Нужно тщательно перемешать. Это очень важно. У нас будет 3 цвета. Белый, голубой и темно-синий. Мы перемешали эпоксидную смолу и разливаем по стаканчикам. Раз. И два. Так, мы замешали пигмент. Теперь вливаем его в стаканчик со смолой. Все то же самое я уже делала в первом ролике, поэтому посмотрите видос. В принципе, я делаю все то же самое. И все, мы, в принципе, замешали всю смолу. Теперь берем наш поднос
И начинаем разливать смолу. В месте, где у нас песок, я просто залью прозрачную эпоксидную смолу, но если у вас есть коричневый оттенок, то можете смешать его со смолой. Сюда вливаем голубого оттенка. Помогайте немного палочкой. Да, эта смола гораздо лучше. Теперь сверху мы вливаем темно-синей смолы. О, какой цвет красивый. На этот раз смола более пластичная. Она может растекаться, если я ее направляю. Это очень хорошо. Именно это выдает ее качество, значит, она хорошая. Смотрите, идеально ровная поверхность. В этом плане подмалевок очень сильно помогает. Создается такое ощущение глубины, более прозрачный такой слой. Все, наша основа готова. Теперь мы можем работать. Самым интересным это волны. Здесь у нас смола белого цвета. Ну все, приступаем, начинаем выливать смолу. Делайте это разнообразно. Так. Вот здесь вот вторым рядом. Теперь берем палочку и добавляем небольшие линии, полосочки. Ой. Ну все, теперь приступаем к фену. У меня теперь другой фен, но он тоже такой домашний. Я поставила вот такую вот насадку, чтобы можно было лучше регулировать, как нам хочется. Ну все, включаем на горячий обдув и поехали. Я хочу провести эксперимент и добавить спирт в аэрозоле, чтобы у меня появилось больше вот таких вот дырочек, похожих на пену. Давайте пробовать. Ого. И сюда. Видите, получились очень красивые колечки. Вот здесь вот пятнышки, похожие на пену. Ну что, настало самое интересное – горелка. Вот здесь вот очень много пузырей. Вы можете так и оставить, потому что это же все-таки море, там есть пузыри. Но мне кажется, вот здесь вот многовато, поэтому я немножечко подожгу их. Я уже профик! Та-да-дам! С горелкой, правда, стало лучше, потому что вот здесь вот проступила синева, видно воду. В общем, мне очень нравится. Красиво, красиво. Итак, следующая идея – это создание моря на такой вот разделочной доске. Это, к слову, о том, как можно использовать эпоксидную смолу в хозяйстве.
И вообще, как ее можно использовать в быту, чтобы было красиво. Вот в этой части будет море. Я немножечко волнуюсь, надеюсь, все получится. У нас нет права на ошибку. Из-за того, что наша доска вот такого вот цвета, коричневого, в сочетании с голубым, она даст зеленый цвет. А нам этого не нужно, поэтому нам нужно сделать подмалевок. Для этого я буду использовать белую акриловую красочку. Не делайте ровную такую линию, так как волна все-таки немного под... такая вот волной, если можно так сказать. Так, белый цвет готов. Сейчас мы быстренько подсушим феном, чтобы ускорить процесс. Теперь намешаем голубой цвет. Очень красиво. Готово, все засохло. Теперь мы приступаем к эпоксидной смоле. Прозрачную смолу мы наносим вот по этому краю тоненькой струйкой. Видите, создается такой эффект воды. Здесь мы добавляем голубой смолы. И сюда мы вливаем темно-синюю смолу. Я не надела перчатки. Теперь приступаем к самому интересному — волнам. И первая волна будет идти вот с этого места. Ее нужно очень аккуратненько влить по краю. Итак, первая волна есть. Раздуваем ее феном. Смотрите, получаются очень забавные колечки. Прям как морская волна. Теперь мы будем добавлять вторую волну. И все, давайте оставим засыхать. И я вам покажу в итоге, как все застыло. У меня тут осталась еще смола, и я хочу показать еще одну идею. Мы будем делать подстаканники из эпоксидной смолы. Они получатся очень красивые в разрезе. И вот у меня есть вот такие вот одноразовые миски. Я не знаю, тут написано сметана. Вот, и мы будем заливать сюда. Вливаем прозрачной эпоксидной смолы. Добавляем по очереди каждого цвета. Добавим темно-синего и белого. И у нас получится что-то типа моря в подстаканнике. Второй подстаканник я хочу сделать немножечко в другом стиле. Я сначала залью прозрачную эпоксидную смолу. И у меня здесь есть вот такой золотой сухой пигмент. Я как будто бы на зоне буду это делать ножичком. Добавляем пигмент и немного всыпаем. Вот что у нас получилось, не знаю, выглядит странно, но мне нравится вот этот стаканчик с морем внутри. Ну, это была чистая импровизация. Давайте дождемся, пока все это высохнет, и посмотрим.
Ну вот и все, ребята, надеюсь, вам понравилось видео. Напишите, что вам понравилось больше всего. Лично мне больше понравилась вот эта вот разделочная доска, и именно здесь очень хорошо получилась морская волна. Все-таки из-за того, что это поднос и дно достаточно оказалось гибким, смола немножечко под тяжестью проседала посередине. И было сложно добиться этого эффекта волны, но в целом мне очень нравится результат. Ну вот как видите, на второй раз уже получилось все идеально. Плюс поверхность очень ровная. Ну и, конечно же, подстаканники, ну, все-таки удались, мне кажется. Золотистый тоже подходит для какого-нибудь интерьера, но мне вот больше нравится морской, конечно. Такой яркий, красивый, можно рассматривать, пока сидишь, пьешь чай. И таких подстаканников можно сделать целый сет, просто сложить вот так вот стопочкой и завязать лентой, и получится очень крутой подарок. Ну и аналогично со всем остальным. Такую поверхность можно мыть, вытирать, ничего с ней не случится. Поэтому очень такая красивая и стильная вещь в хозяйстве. Ну и, конечно же, столик. Я от него просто в восторге. Он такой удобный. Я всегда мечтала о столиках, которые можно использовать в кровати. Нет ничего лучше, чем сидеть и кушать, не вставая с кровати. Какая красота! Поэтому буду ждать ваших комментариев. Я уже сняла следующее видео, и оно очень крутое, поэтому ждите и подписывайтесь на мой канал Fancy Something. И подписывайся на мой второй канал Айсулу Нуртаева, там будут выходить влоги с Нью-Йорка, возможно, уже что-то вышло. Поэтому обязательно заходи и подписывайся. А это самое первое видео с Raising Art, поэтому кликай и смотри и обучайся. Ну а я с вами прощаюсь, и мы увидимся с вами в следующем видео. Всех целую, всем пока!